Всем привет! Сегодня в этом видео будем готовить 3 очень простых и вкусных рецепта обеда или ужина в аэрогриле. Мы приготовим вкусные рулетики из индейки с беконом, белую рыбу в необычной панировке и курицу с овощами. Первым делом приготовим рулетики из индейки. Я буду использовать филе индейки, бекон, сыр, сметану, горчицу, такие специи, как сушеный чеснок, сушеный лук, копченую паприку, соль, перец. Заходите в описание под видео, там вы найдете полный список ингредиентов к рецептам в данном видео, а также температуру и время, как готовить в аэрогриле. Для начала я тонко нарезаю филе индейки, кладу в пакет и отбиваю молоточком. Теперь делаем маринад для индейки. Кладем 3 столовые ложки сметаны, 1 столовую ложку горчицы. Добавляем немного соли, перец, специи, копченую паприку, сушеный чеснок, сушеный лук. Все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек был покрыт нашим маринадом. Накрываем мясо пленкой и ставим желательно на ночь в холодильник. Можно на пару часов, но на ночь гораздо лучше, тогда индейка будет более мягкой. Индейку я оставила мариноваться на ночь. На следующее утро готовим рулетики. Берем сыр и нарезаем его так, как показано на видео. Сначала на пластины, потом на небольшие брусочки. Приступим к скручиванию наших рулетиков. Берем бекон. Мне понадобилось 2 упаковки бекона, где-то 300 грамм. Филе индейки у меня было большое, килограмм 300. Первым делом кладем бекон, потом филе индейки. Кладем немного сыра, я кладу пару кусочков, заворачиваем и посередине выкладываем еще немного сыра, заворачиваем до конца. Повторяем со всеми кусочками индейки. У меня получилось 16 рулетиков. Я использую силиконовый коврик, чтобы проще потом помыть аэрогриль и чтобы на всякий случай ничего не пригорело. Выкладываю в аэрогриль рулетики. Мне понадобилось 2 раза, чтобы приготовить такое количество. Выкладываем примерно по 7-8 рулетиков за раз. Ставим в аэрогриль 180 градусов 20 минут. В середине времени достаем рулетики и переворачиваем на второй бок, чтобы они зарумянились со всех сторон. И вот такие вкусные, аппетитные рулетики у нас готовы. Кстати, это отличное блюдо к праздничному столу. Отлично подойдет на обед, также на ужин с каким-нибудь салатом. Попробуйте, это очень вкусно. Они нежные, вкусные благодаря сыру и тому, что мы замариновали индейку заранее. Сочетание бекона с индейкой очень выигрышное. Если вы так не готовили, попробуйте обязательно этот рецепт. Я выкладываю оставшиеся рулетики и готовлю также 180 градусов 20 минут. В середине времени переворачиваю их на другой бок.
И вот такой вкусный обед или ужин у нас готов. Приятного аппетита! Наглядно вам покажу разрезав рулетик. Посмотрите, какое мягкое мясо, оно прямо само разламывается, какое сочное внутри. Очень вкусно получилось. К таким рулетикам на гарнир у меня была гречка, а также овощи. Я не очень любила белую рыбу до этого рецепта. Как только приготовила по этому рецепту, сразу мне захотелось покупать чаще белую рыбу. Используем любую замороженную белую рыбу. Я использовала и хек, и минтай, разницы не заметила. Для рецепта нам понадобится мука. Панировочные сухари, я же использовала кукурузные сухари, они без глютена, их можно купить в магазине с полезными продуктами. Также можете взять кукурузные хлопья без добавок, без сахара и измельчите скалкой в пакете, у вас получится примерно такая же стружка. Рыбу нужно разморозить, обязательно убрать из нее лишнюю влагу полотенцами. Теперь готовим кляр. Можно использовать только майонез, я же использую и майонез, и сметану. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Теперь приступим к панировке. Будем использовать в равных пропорциях муку, полстакана и полстакана кукурузной панировки. Мне показалась кукурузная панировка похожа на очень мелкую кукурузную крупу. Но смотрите, если будете использовать такую крупу, она может хрустеть на зубах, не до конца пропечется в аэрогриле. Добавляю специи. У меня копченая паприка, любимые травы. Я использую сушеный чеснок, соль и петрушка. Перец, соль. Сначала обмакиваем рыбу в майонезно-сметанной заливке и потом в панировке. Все, яйцо мы не используем. Выкладываем в аэрогриль. Я выкладываю на силиконовый коврик. Обратите внимание, что и в первом, и во втором рецепте мы не используем масло. Рыбу выпекаем при 200 градусах 7-10 минут. Пока рыба выпекается, я доготавливаю вторую часть, вмакиваю в кляре и откладываю в сторонку. Заранее я отварила рис. Вот такая вкусная рыба у нас получилась. Она мягкая внутри и панировка хрустящая. Обязательно попробуйте. Вторую порцию рыбы я решила слегка сбрызнуть маслом авокадо и спрея. И разницы особой в конце по итогу приготовления я не заметила, поэтому с легкостью можете не использовать масло, если вам это не требуется. И да, рыбу я не переворачиваю, она готовится так в одном положении. Я заранее отварила рис. Рис у меня будет на гарнир к рыбе. Мне кажется, идеальное сочетание. Кстати, да, буду пробовать готовить рис в аэрогриле, но аэрогриль один, к сожалению, все в нем не приготовить, поэтому что-то нужно отварить на плите. Кладем рис, филе рыбы, присыпаем немного петрушкой
И подаем со свежим салатом. Посмотрите, какая нежная, вкусная белая рыба в хрустящей панировке. Всем приятного аппетита! И последнее блюдо на сегодня – полезная курица с овощами в аэрогриле. Получается очень вкусный, слегка в азиатском стиле рецепт. Столько овощей вам не понадобится, я их использую также для другого рецепта, поэтому резала все разом. Будем использовать одну морковь, половину кабачка или цукини, половину сладкого перца. Разрезаем морковь, так как показано на видео, на такие небольшие кусочки. В этом рецепте при такой нарезке морковь будет слегка аль денте. Если вы не любите, когда овощи слегка сырые, то режьте еще мельче. Но не так мелко, чтобы морковь провалилась через дырочки вниз аэрогриля. Нарезаем все овощи так, чтобы они пропеклись, но не были слишком мягкими и разваристыми. Кабачок или цукини я режу на полукольца, как и морковь. Использую один красный лук, режу его перьями, чтобы он чувствовался в данном блюде. Теперь самое главное, приготовим заправку для наших овощей с курицей. Используем чеснок свежий, можно использовать вообще сушеный чеснок, так будет гораздо проще. Но мне кажется, свежий чеснок, он более ярко ощущается в блюде. Кладем к чесноку немного меда, добавляем соевый соус. Я зачем-то еще добавила соус терияки, но по сути это такой же соевый соус, и в этом нет необходимости. Можете этот шаг исключить. Добавляем нашу медово-соево-чесночную заправку к овощам и курице, хорошо перемешиваем и ставим мариноваться примерно на полчаса. Если заправки было слишком много или овощи пустили сок, то обязательно убедитесь, что вы не выливаете лишний сок в аэрогриль, иначе ваше блюдо будет тушиться, не будет запекаться. В данном случае можно слегка сбрызнуть маслом и перемешать овощи с курицей. Ставим в аэрогриль на 180 градусов 20 минут. В середине времени перемешиваем. Посмотрите, какой полезный, вкусный обед или ужин у нас получился. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы обязательно попробуйте повторить какой-то из данных рецептов. Я с вами увижусь в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!